Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим планарные наушники от компании Celeste, совместно выпущенные в коллаборации вместе с S-Brothers. А для тех, кто не в курсе, это музыкальный проект двух братьев-диджеев из России, что было увидеть довольно неожиданно. Ну и приходят наушники в небольшой коробке, где есть их фотография, логотип компании Celeste и логотип S-Brothers. И тут ниже уже перечислены некоторые музыкальные жанры, которые им нравятся. Ну а тут уже указаны технические характеристики наушников, и за звук в них отвечает все тот же знакомый нам всем планарный квадратный драйвер SPD 2.0. Чувствительность составляет 108 дБ, и они получили 9 Ом импеданс. То есть по сути тут ничего и не поменялось от оригинальных Pandamon. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников уже более подробно. Наушники. Очень небольшой фирменный кейс. Хороший кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Два набора фирменных силиконовых амбушюр Celeste. Наушники очень небольшие, круглой формы и имеют полностью черный и немного прозрачный корпус, где на лицевой панели имеется небольшой логотип двух братьев, правый белый, а левый зеленый. Но тут располагается уже стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации, а чуть ниже расположилась небольшая надпись Celeste. Ну и на внутренней части уже как раз таки можно увидеть тот самый квадратный планарный излучатель SPD 2.0. Ну и звуковод у этих наушников не подвергся никаким изменениям. Он по-прежнему очень короткий, с небольшим бортиком для более лучшей фиксации амбушюр и защитной сеточкой с узором. Ну и сидят в ушах эти наушники нормально, но считаю, что можно было бы все-таки как-то поработать хотя бы над звуководом, для того, чтобы сделать посадку еще более глубокой и плотной, с лучшей звукоизоляцией. Но, видимо, они решили не вносить каких-то глобальных изменений в наушники, а просто пойти уже по проверенному пути. Кабели амбушюры, кстати, тут точно такие же, как и у оригинальных Pandamon, поэтому от себя скажу, что пользоваться ими можно без проблем. Амбушюры тут хорошего качества, да и кабель у этих наушников вполне нормальный, и менять его или нет, это уже дело ваше. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат планарные наушники S-Brothers Pandamon 2.0. Вот так выглядит график частотной характеристики, и как, наверное, уже многие догадались, какой-то разницы в сравнении с оригинальными Pandamon 2.0 тут нет, так как это абсолютно все тот же самый планарный драйвер SPD 2.0 и абсолютно идентичная настройка наушников, то есть вообще без каких-либо изменений и улучшений. И, честно говоря, я ожидал здесь увидеть хотя бы большее усиление низких частот, так как все-таки S-Brothers работают с электроникой, и мне кажется, было бы очень логично увидеть эти наушники в более басхедном исполнении, хотя бы усилить низкие частоты на 5 дБ, и было бы уже совершенно другое дело. А так получается, что по звучанию и тюнингу тут все то же самое, что мы с вами уже видели в оригинальных Pandamon 2.0. И я предположу, что ребята не стали как-то рисковать и вносить что-то новое и глобальное, и просто уже пошли по проверенному пути. Но все-таки давайте разберем звучание этих наушников более подробно, и это будет, так скажем, более свежий взгляд на эти наушники. Низкие частоты в этих наушниках — это не про какой-то басхедный грохот и давление, они аккуратные, максимально сбалансированные, без какого-либо басхедного раздутого перегруза. Сабас тут не лезет излишне вперед, не доминирует, а скорее просто аккуратно поддерживает общую звуковую картину. Он довольно плотный, не супер глубокий и очень нейтральный в своей подаче. То есть чувствуется, что его специально немного прибрали, чтобы не сильно мешать раскрытию средних и высоких частот. Но для реальных басхедов, безусловно, низких частот тут будет маловато. А вот для тех, кто ценит грамотно выдержанный баланс в звучании, это будет практически идеальный выбор, так как тут вообще нет какой-то лишней пышности или гулкого бубнения, и это просто достаточно четкий, выделенный и очень контролируемый низ. А мидбас тут выступает как некоторая основа, которая не пытается как-то сильно вырваться вперед и перетянуть на себя лишнее внимание,
но при этом он реально хорошо чувствуется, он достаточно плотный, с небольшим выраженным панчем, но без излишней раздутости в своей подаче. Атака у мидбаса довольно быстрая, но я не скажу, что прям супер резкая, как уже в реально планарных наушниках. И она по своему характеру, как по мне, находится ближе к динамическому излучателю. И думаю, что сейчас со мной многие в этом плане согласятся, из тех, кто слушал эти наушники. Как по мне, мидбас тут старается проявляться плавно, сдержанно и без лишнего акцента на себе. И именно это делает его более универсальным для разных жанров, так как он не забивает собой вокал современной поп-музыки и не теряется уже в более плотных гитарных рифах рока. И в итоге низкие частоты в этих наушниках однозначно не для басхедов, которые ищут безумный раскатистый и раздутый бас и вау-эффект, так как здесь мы имеем максимально сбалансированный и контролируемый низ, который не перетягивает излишнее внимание на себя, но при этом он чувствуется и имеет вес. Мидбас плотный и быстрый, а сабас немного мягкий и излишне ненавязчивый. Общая текстура получилась прозрачная и детализированная ровно настолько, чтобы не нарушать баланс и вот эту выдержанную гармонию в звучании. Ну и середина в Pandamon — это безусловно их главная фишка, так как здесь все построено так, чтобы вокал и основные инструменты звучали достаточно выразительно и эмоционально, с хорошо сюда заложенной энергией, и при прослушивании этих наушников сразу заметно, что вокал выдвинут вперед по построению, и иногда даже не покидает ощущение, что исполнитель где-то рядом, прямо перед тобой, и это создает такой некоторый эффект приятной интимности, будто артист поет сейчас лично для тебя. А нижняя середина в этих наушниках довольно плотная, весомая, с ощутимой теплотой в своей подаче. Ну а мужской вокал, гитары и бас-гитары звучат в этих наушниках реально насыщенно, с довольно хорошей проработкой текстуры и слышимостью дисторшена и экспрессией в своей подаче, что особенно хорошо будет для рока, блюза и других жанров, где важна именно плотность и энергия в подаче вокальных партий. Ну и думаю, все, кто слушал эти наушники, сразу заметили, что верхняя середина в этих наушниках заметно так акцентирована, что добавляет некоторой яркости и большей даже такой выразительности женскому вокалу и, конечно, подчеркивает атаку малого барабана современной музыки, может иногда даже больше, чем лично мне бы хотелось. И с одной стороны это делает звучание более живым и энергичным, но с другой на некоторых треках может казаться, что верхняя середина немного утомляет, особенно если вы хотите послушать эти наушники на большой громкости. И, например, если вокал или гитары и так яркие, они могут звучать чуть более навязчиво, чем мне бы хотелось. Зато вот артикуляция вокала здесь реально на высоте. Слова разборчивые, без зажатости или излишней яркости. Вокал не звучит тут как-то глухо или тускло, так как он всегда остается на первом плане, с хорошей детализацией и естественностью в своей подаче. Ну и в целом середина в Pandamon — это в первую очередь про безумные эмоции и вовлеченность в подачу. Она не стремится быть какой-то супер нейтральной или аналитичной, а скорее добавляет музыке некоторой теплоты и выразительности. И если ты любишь, когда вокал и основные инструменты звучат драйвово и насыщенно, то эти наушники тебе точно понравятся, так как по своей подаче этот диапазон уж точно не скучный и не сухой, а как раз таки наоборот, с некоторым таким жирком у гитар и добавочной энергией у малых барабанов и вокала. Ну и высокие частоты здесь вообще не про какую-то яркость или про супер показательную технику и аналитику, так как здесь все сделано просто для максимального комфорта. Высокие частоты звучат очень тепло, слегка притемненно, без каких-то резких пиков или пронзительности. Крэши, хай-хеты и перкуссия не лезет излишне вперед, так как они немного остаются даже, я бы сказал, чуть на заднем плане. То есть они как бы делают свою работу, но не привлекают к себе лишнего и ненужного внимания в случае этих наушников. Но радует, что по крайней мере их тембр очень узнаваем, но без какого-либо металлического оттенка или излишней агрессии в своей подаче. Детализация в верхах, конечно, тут не самая сильная сторона этих наушников. Мелкие нюансы вроде легких послезвучий или каких-то фоновых ревербераций могут немного потеряться, особенно если трек сам по себе сильно перегружен деталями. То есть верх тут, как по мне, получился больше как фоновый, чем аналитичный, как в наушниках реально серьезного уровня. Поэтому добавить бы вот сюда прозрачности воздуха точно не помешало, так как звуковая сцена из этого кажется здесь более компактной, без той самой открытости в подаче.
которую я как раз очень люблю в других наушниках. Ну, понятное дело, в совершенно другой ценовой категории. Но зато тут нет ощущения, что высокие частоты давят вам на уши или излишне утомляют. И это явный плюс уже для длительного прослушивания, если вы, конечно, являетесь ценителем вот такой подачи этого диапазона. Но если ты любишь, чтобы тарелки прям звенели, имели такую очень четкую острую атаку, а общая подача этого диапазона была яркой и воздушной, то эти наушники тебе определенно покажутся слишком сдержанными в своей подаче. Но если хочешь просто слушать музыку без излишней такой нагрузки на слух, то тут они безусловно справляются с этим на отлично. Ну и звуковая сцена в этих наушниках, понятное дело, не выдает из себя что-то слишком грандиозное, но она вполне убедительна для наушников этой ценовой категории. Ширина ощущается умеренно, инструменты, так скажем, не упираются вам в уши, но и не создают ощущения огромного стадионного пространства. И это не наушники с эффектом комнаты, где звук будто окружает тебя со всех сторон. Скорее, сцена здесь, как по мне, более интимная, но зато с довольно четким разделением левого и правого каналов. И для жанров вроде камерной музыки или акустических композиций этого будет более чем достаточно. Но вот для оркестровых записей или треков с большим количеством слоев может немного не хватить масштаба. Ну и в общем, звуковая сцена в этих наушниках — это умеренно построенное пространство с довольно неплохой глубиной и достойным разделением инструментов. Она не поражает масштабом или какой-то воздушностью, но для своей цены справляется на твердую четверку. Эти наушники отлично подойдут для интимного прослушивания, где важна именно близость вокала и четкость основных инструментов. Но вот для сложных оркестровых композиций или треков с огромным количеством мелких деталей может не хватить пространства и разрешения. В целом Pandamon предлагает просто сбалансированную сцену, которая подойдет для большинства жанров и не перегружает слушателя, так скажем, излишней аналитикой и техникой в своей подаче. А вывод по планарным наушникам S-Brothers Pandamon 2.0 у меня получился таков. Это по-прежнему актуальные наушники с точно таким же довольно линейным звучанием на низких частотах, более выделенной областью верхней середины и приглаженными и аккуратными в своей подаче высокими частотами. Ну и, наверное, если вы хотите просто поддержать наших ребят, то есть смысл купить эти наушники вместо оригинальных Pandamon 2.0. Ну а ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!